Пусть тебе приснится Пальма де Майорка, в Каннах или в Ницце ласковый прибой, или в Подмосковье рощи вдоль пригорка, только чтобы вместе были мы с тобой. Здравствуйте, дорогие друзья! Пальма де Майорка – это удивительный, красивый город в сердце Балеарского моря. Она была основана римлянами до нашей эры. Ну, конечно, не оставлять же такой лакомый кусочек пиратам, которые в то время орудовали здесь и занимались своим промыслом. Потом были вандалы, потом пришли византийцы и оставили свое наследие. Потом также нападали африканские племена и разоряли города острова. Но в конце концов пришел король Арагона, и все это постепенно стало Испанией. Ну а в конце 20 века Пальму де Майорку захватили туристы со всего мира. В этом видео я вам расскажу и покажу удивительную Майорку. Майорка очень разнообразна, и вам обязательно захочется посетить этот остров, этот город после просмотра этого видео. Поэтому оставайтесь со мной до конца. Майорка встретила теплым алым закатом. После прибытия не хотелось никуда идти, смотреть никакие достопримечательности, а просто хотелось посидеть у кромки моря, помечтать и раствориться в этих красках. За моей спиной находится знаменитый Пальмский собор. Здесь есть рядом такой небольшой прудик и небольшая площадь, на которой люди отдыхают. Здесь есть кафешки, лавочки. Можно просто сидеть на ступеньках. Люди гуляют, отдыхают и наслаждаются отличной, просто хорошей погодой. А те, кто созрели, они идут в Пальмский собор на экскурсию. Это мой второй раз на острове. И можете себе представить, что несколько лет назад я и представить себе не мог сюда приехать, потому что у Майорки якобы плохая репутация. А связано это с тем, что сюда приезжают немцы, британцы, чтобы отрываться, выпивать и ходить на бесконечные дискотеки. Об этом столько много говорили, что у меня сложилось впечатление, что этот остров не для меня. Но 2 года назад я все же решился приехать на остров и целенаправленно выбрал восточную часть острова, Порт-д'Алькудия и Порт-де-Пуенса, так сказать, подальше от столицы со всеми ее дискотеками. Первый раз мне безумно понравилось, и вот я приехал сюда, чтобы открыть для себя самые красивые места острова. И находясь здесь, окруженный всей вот этой красотой, которую вы увидите в этом фильме, я поймал себя на мысли, как же я мог так пренебрежительно думать об этом уникальном острове. Все самое интересное за 8 дней моего путешествия я собрал здесь. Поехали! На площади перед туристическим центром, который находится перед Пальмским собором, отсюда начинаются бесплатные экскурсии в 11 часов каждый день. Здесь собирается очень много народу и разные группы. Пальмский собор. И вот оранжевые зонтики — это наши гиды. Через 5 минут начнется наша экскурсия, которая продлится 2 часа.
Чтобы принять участие в этой экскурсии, нужно зарегистрироваться на сайте и потом подтвердить свое участие. Palace, also the cathedral and some street joints. It was the origin of the city. The city was founded by Romans. Двухчасовая экскурсия по центру города оказалась очень полезной. Там рассказывали очень много интересного о городе, об истории и об традициях. Так что будет время, обязательно примите участие. Но имейте в виду, их делают на двух языках, на испанском и на английском. Пальмский собор – это, пожалуй, одна из главных визитных карточек города. О нем я расскажу немного позже, потому что я ходил на экскурсию внутрь этого собора и покажу вам очень много красивых видов изнутри. Находясь на острове как турист, кажется, что здесь просто райское место для жизни. Но, пообщавшись с местными, я узнал, что жизнь здесь достаточно тяжелая. Во-первых, очень много людей, постоянные толпы туристов, которые что-то хотят, которые что-то празднуют, это мусор, это шум и так далее. Но на самом деле уровень жизни здесь тоже не очень высок. Минимальная оплата труда на Майорке составляет 1080 евро. И чтобы снять однокомнатную квартиру, нужно заплатить от 800 евро плюс коммуналка. Поэтому очень многие молодые люди до 30, даже после 30 лет, они живут с родителями, потому что они просто не имеют возможности снять в аренду себе отдельную квартиру. Таким образом и живут. Цены на продукты, сравнивая с ценами на продукты в Германии, могу сказать, что Майорка в какой-то степени даже намного дороже, чем в Германии. Поэтому можете себе представить. А мы возвращаемся на улицы города. И посмотрите, как красиво, посмотрите, как аутентично, посмотрите, как уникально, посмотрите, какие особенные цвета фасадов. То есть здесь нельзя сравнить это, допустим, с городами в Германии или с городами в Италии. Здесь выглядит как-то все по-особенному, как-то все по-майоркски, наверное, да? А экскурсия до сих пор продолжается, и нас водят по центральной части города и рассказывают много интересных фактов. Экскурсия закончится на Плазе Майор. Это центральная площадь, которая находится в высокой части города. Отсюда дальше можно прогуливаться по этой высокой части города, идти в сторону площади Испании. Это очень оживленное место, и отсюда отправляются автобусы во все части острова. Об этом немного позже. С нашествием туристов город пришлось трансформировать, и этот процесс был очень активным в 20 веке. И что происходило в городе? Ранее в городе было очень много таких уютных двориков, и с нашествием туристов было просто необходимо большее количество домов, большее количество отелей, и поэтому эти уютные дворики, их застраивали, их как-то перестраивали для того, чтобы было больше спальных мест, просто так выражаясь. И сейчас в центре города таких двориков фактически не осталось, и экскурсоводы водят специально в некоторые такие дворики, чтобы показать, как это раньше было и как это стало сейчас. На самом деле местные такие жители, я думаю, они страдают от таких изменений, потому что это своего рода приспособление к потоку туристов, но при этом происходит как-то сглаживание, может быть, уничтожение, такое грубое слово, своей идентичности, своего лица, потому что они вынуждены это делать, так как их бюджет во многом зависит от туризма.
на площади Майор закончилась наша 2-часовая бесплатная экскурсия. Если вам понравилось, конечно, вы можете экскурсоводу дать чаевые 5-10 евро, сколько вам захочется. Ей будет очень приятно, и я думаю, для нее это очень важно. После экскурсии я немного побродил по вот этой высокой части города, посмотрел, как там идет жизнь, сколько там людей, какие там магазинчики, какая там обстановка и атмосфера. И на одной из центральных улиц я встретил Надежду из Краснодарского края. Она художница. Она живет уже несколько лет, по-моему, 5 лет здесь уже на Пальме. И занимается вот творчеством. Рисует, по-моему, очень красиво, очень хорошо. Если вам захочется, вы можете найти локацию того места, где она постоянно сидит и рисует людей, которые хотят получить свои портреты. Город разделен на 2 части. И вот многочисленные лестницы, которые, например, вы видите впереди, они разделяют верхнюю часть города с нижней частью города. Сейчас я нахожусь в нижней части города и пойду гулять в верхнюю часть города. Первое впечатление от города очень приятное. Это очень креативный город, это очень живой и оживленный, да, с большим количеством людей. Архитектура очень интересная, очень красивые пальмовые сады, пальмовые аллеи, которые вы видите везде в городе. И гулять по этим улочкам, даже если вы уже не первый раз проходитесь по какой-то из улочек, это все равно очень приятно. Это очень приятно, особенно в хорошую погоду. Порт Пальмы-де-Майорки очень большой. И здесь можно увидеть от маленьких катеров или яхт до огромных межконтинентальных океанических лайнеров. Гулять и смотреть на порт — это тоже огромное удовольствие, потому что это очень такая необычная картинка, когда видишь очень много яхт, парусников и удивляешься, как это все может существовать в одном месте в таком количестве. Рядом с портом у центральной части города есть очень интересная пальмовая аллея, по которой можно тоже прогуляться, и которая ведет к небольшому парку с красивым фонтаном. Достаточно интересное место и очень красивая аллея, по которой один раз уж точно стоит пройтись. Тем более она идет вдоль городской стены, которая построена в начальные времена города и которая служила защитой от нападений. Вот стена, которая была создана в 16 веке для защиты от Османской империи, которая нападала на остров не один раз и разграбляла и подчиняла себе. Казалось бы, центр города, но некоторые улочки бывают абсолютно пустые. Вот буквально 20 метров за спиной у меня огромный дворик с большим количеством баров и ресторанов, и очень много людей там. И вот сюда я пришел, на эту улицу, здесь никого. И так во всем городе. Кафедральный собор, полное название Собор Святой Девы Марии, признан одним из самых восхитительных готических храмов в мире периода раннего Средневековья.
Он без сомнения является одним из самых узнаваемых образов Пальмы де Майорка. Даже если вы уже посетили десятки знаменитых соборов Европы, Пальмский собор заслуживает вашего особого внимания. В своей знаменитой книге «Остров спокойствия» Сантьяго Русиньол, это испанский художник и писатель, написал, цитата: «Я даже не мог представить, что можно так восхищаться храмом, который был создан такими простыми средствами и достиг при этом такого совершенства и величия». Сантьяго Русиньол. А мы давайте вместе полюбуемся внутренними убранствами храма. Это называется не туристический район. Здесь людей почти нету по сравнению с другими улицами, где просто не протолкнуться. Ну вот реально, просто пустые улочки, центр города. Почему-то хочется сказать, фильмы надо на таких улочках снимать, они очень оригинальные. Посмотрите, какие балкончики. Узкие, правда, маленькие, мало места. И фонарь. И вообще сама улица очень узкая, выложена таким камнем. Да, на таких маленьких балконах шашлык не сделаешь. Удивительная атмосфера. Каждый раз, проходя мимо собора, нельзя удержаться, не сделав пару фотографий. Талассотерапия от древнегреческого обозначает лечение морем, лечение морским климатом и купаниями в сочетании с воздушными ваннами. Именно этим я сейчас и буду заниматься. Для меня такие моменты на природе очень особенные. В этот момент ты как бы сливаешься с природой, начинаешь чувствовать все свое тело, ощущать свое дыхание и лучше осознавать свои чувства. Я называю эти моменты моментами очищения. Именно в эти моменты происходит огромный прилив сил. Давайте вместе послушаем море. Свой второй день я начал с небольшого похода к замку Бельвер. Дорога сначала шла вдоль моря, потом вдоль порта, и потом нужно было свернуть
вовнутрь, так сказать, города и подняться на холм, где и находится этот замок. Замок этот находится приблизительно в 40 или 50 минутах ходьбы от центра города, и я решил туда пойти пешком, потому что я никогда не вижу никакого смысла ехать на автобусе по городу, который ты приехал исследовать. Пешком всегда интереснее, встречаешь людей, наслаждаешься солнцем и хорошими видами. Дорога идет вдоль морского порта. Здесь очень красиво, очень много яхт, вы только посмотрите. Тут сплошные яхты везде. Да, очень длинную лестницу необходимо преодолеть. Уже почти дошел, но лестница на самом деле очень длинная. И на улице достаточно тепло. Вот уже видно немножко замок. Замок де Бальбер – это еще один шедевр в готическом стиле. Он находится в нескольких километрах от Пальмы де Майорки и расположен на холме с очень живописными видами. Это такое единственное строение в Испании готического стиля, которое имеет круглую форму. Пойдемте смотреть. История замка Бельвер начинается в XIV веке, когда арагонский король Хайме II решил построить в живописной местности холмистой Майорки свою летнюю резиденцию. Обычная история. Первоначально замок выполнял жилые и оборонительные функции. Затем, на протяжении почти 6 веков, замок использовался в качестве тюрьмы. Вдова и сыновья Хайме III провели в ее застенках большую часть своей жизни. Сейчас в замке Бельвер располагается исторический музей города Пальма. Вот такая трансформация. Давайте смотреть дальше. А какие у вас ассоциации с этим кадром? Что вам представляется? Напишите в комментарии, и я тоже поделюсь своим впечатлением. На самом верху замка. Посмотрим, какие здесь виды. Посмотрите, горы, небольшие деревеньки. А вот это уже Пальма де Майорка. Достаточно большой город. В нем проживает около 400 тысяч человек. И в общей сложности на Майорке проживает 1 миллион жителей. И вы не поверите, за сезон приезжают сюда около 14 миллионов туристов со всего мира. Посмотрите, вот это порт, море Балеарское, Пальма де Майорка, горы на заднем плане. Это все Майорка. Пусть тебе приснится Пальма де Майорка, в Каннах или в Ницце ласковый прибой, или в Подмосковье роща вдоль пригорка, только чтобы вместе были мы с тобой. Ну что ж, посещение замка де Бальбер определенно стоит того. Вы посмотрите, какая здесь красота. В порту Пальмы вам предложат всевозможные прогулки по воде. Они отличаются по длительности,
роду занятия, сервису и стоимости. Я взял часовую экскурсию на маленьком кораблике, который прокатил нас по окрестностям порта Пальмы, и мы смогли полюбоваться видами на город с воды, а также увидеть громадные круизные лайнеры, впечатлиться ими, а также очень много яхт. На катере вам также предложат попробовать ветчину или солями, так как это является одним из таких знаковых продуктов в Испании. Полюбуйтесь видами Пальмского собора и города с воды. Очень красиво. На корабле я встретил двух веселых и дружелюбных Татьян из Киева. Мы много болтали, фотографировались и обменивались информацией о том, что интересненького можно посмотреть в городе. Большой вам привет, если смотрите! Когда я был подростком, у нас в семье было фикусовое дерево, небольшое, в горшке, домашнее, да? Посмотрите, какие большие здесь фикусовые деревья. Вообще. Просто громадные, как обычные деревья, да? Просто громадные фикусовые деревья. С автобусной компанией ТИП вы можете перемещаться из города в город по всему острову очень бюджетно. Билеты можно купить на сайте компании, ссылка под видео. Важно! При покупке билетов необходимо знать, что если вы покупаете билет за наличку у водителя, то вы заплатите на 40% больше. Так, видимо, приучает людей платить по безналу. При оплате картой будет хорошая цена, но при выходе не забудьте прислонить карту к считывающему аппарату или устройству. В противном случае с вас снимут, как будто вы проехали до конечной остановки, а она может быть очень далеко. Зачем переплачивать? Поэтому я всегда покупал билет на сайте, чтобы не переплачивать, если забуду прислонить карту при выходе. Ну что ж, Вальдемосса — это маленький городок, горный городок на севере острова, который расположен в 20 километрах от Пальмы де Майорки. Этот город известен не только своей красотой, своими маленькими горными узкими улочками, украшенными цветами, но также тем, что в 19 веке в этом городе жил Фредерик Шопен со своей невестой Джордж Санд. Здесь вы не можете не заметить огромного количества цветов на фасадах домов, и это старая традиция. Раньше вешали цветы, потому что не было подоконников, их просто было некуда ставить. И эта старая красивая традиция сохранилась и до наших времен. В хорошую погоду монастырский сад будет являться отличным местом, чтобы провести там фотосессию. Чего вы ждете? Давайте быстрее, не теряйте времени!
я тем самым потихонечку продвигаюсь ближе к центру города, к центральной площади, где находится музей Шопена. А на самом деле это монастырь, в котором жил Фредерик Шопен и Жорж Санд. Это такой монастырский дворик, где жил Шопен со своей спутницей Жорж Санд. Сейчас я нахожусь в музее Шопена и посмотрю, где он жил и на каком пианино он здесь играл. Да, вот такие помещения территории монастыря. И вот в этой келье здесь жил Шопен с Жорж Санд. И сейчас это музей. Туда мы сейчас и пойдем. В этом музее сохранилось очень много вещей от этой пары. Вот здесь очень много картин. В общем, я думал, келья будет гораздо меньше. Но здесь вот много комнат. Здесь вот партитуры, ноты Фредерика Шопена. Здесь реликвия из реликвий. Это старое французское пианино, на котором Фредерик Шопен, находясь здесь, вот, играл и сочинял. Только представьте, по этим клавишам бегали пальцы Фредерика Шопена. И здесь на пианино есть вот такая табличка. Фредерик Шопен и Жорж Санд, 838 и 839. Они прожили здесь 1 год. Очень даже приятная келья с таким замечательным садиком и видом. Вы спросите меня, вероятно, почему же Шопен и Жорж Санд жили в келье монастыря, а не в какой-нибудь, более роскошной и нормальной квартире? А причина была в том, что никто из местных жителей не хотел сдавать им квартиры. Для жителей они были скандальной парой. Такая реакция у жителей была из-за феминистического поведения Жорж Санд. Во-первых, она взяла себе мужской псевдоним. Ее настоящее имя было Амандина Аврора Люсиль Дюпен. Она носила мужские костюмы и курила трубку, что в те времена было очень контрастным и вызывающим, но, нужно сказать, невероятно смелым поведением. В отличие от Шопена, мне очень повезло, так как вы видите, погода была просто великолепной. Шопен приехал в Вальдемоссу ради хорошего климата, потому что он страдал туберкулезом, но во время его пребывания погода была плохой, и к тому же они, вместе с Жорж Санд, они были отрезаны от общества из-за их отношения вот к этой паре, потому что никто не хотел иметь с ними дела. За это время Шопен написал известную пьесу «Капли дождя». Ссылка на это произведение под видео. А Жорж Санд написала книгу «Зима на Майорке». В общем, им не очень понравилось на этом острове. Вальдемосса мне очень понравилось. Есть у этого городка какой-то свой особенный шарм. Может быть, это из-за того, что город находится в горах, и вот эти узкие улочки, украшенные цветами, стены вот этих улочек, украшенные цветами, сейчас вы видите на экране, создают какое-то такое особенное, уютное впечатление. И доброжелательность самих людей, которые
которые пытаются тебе, хотят тебе помочь, которые рады тебе помочь, если ты обращаешься к ним. И вот эти бабушки и дедушки, которые сидят в своих дворах и продают лимоны и апельсины, которые они только что собрали у себя в саду. Это какое-то такое доброе, это напоминание детства, это очень теплое и прекрасное чувство. Томас Каталина является покровительницей города Вальдемосса. На стенах домов местных жителей прикреплены керамические таблички со сценами жизни Каталины. На месте ее жилища размещена часовня, хранящая мощи святой. Каталина была сиротой, и уже в свои 12 лет она решила стать монахиней, но ее не взяли. После этого она села на камень, который сохранился до наших дней, и сказала, что не сойдет с него, пока ее не зачислят в монастырь. Вот такая история. Даже просто обычная прогулка по средневековым улочкам этого города не оставит вас равнодушным. Так что если вы будете на Майорке, обязательно приезжайте в Вальдемоссу и проведите здесь пару часов. Хочется немного пофилософствовать, путешествуя снова и снова, встречая людей со всего мира, с которыми иногда ведем долгие и глубокие беседы о мире, об отношении наций друг к другу, о ценностях. Некоторые остаются друзьями. И всегда мы приходим к одному красивому выводу, что мы все одна человеческая семья и должны быть открытыми и дружелюбными друг с другом, и тогда весь мир будет благоприятной средой для обитания. Как приятно, что людей мыслящих и чувствующих очень много. Вспоминаю всех моих друзей, многих моих друзей, которых я встречал в моих путешествиях. Yeah, how are you? Hi. Hi, I'm good. Really nice weather today, and in Valdemossa it's really nice Oh, and pretty. Valdemossa, it's a famous city because Chopin lived here like for 1 year. Oh, that's Did you know? interesting. Wow. Yeah, but he was so troubled here because of bad weather. But we are lucky. Look, the weather is perfect today. Yeah, it's really nice. Thank you for a nice time with you. Thanks. В Мароше, Словакии, я встретил совершенно случайно, когда шел вдалеке от центра города к смотровой площадке, чтобы посмотреть на город с другой перспективы. Мы просто шли рядом и в какой-то момент начали разговаривать друг с другом. Потом мы провели около 4 часов вместе. Как же было приятно. Спасибо тебе, Марош, за We красивое are in время. an amazing place in the garden of Valdemossa, here close to Closter. Yeah. Следующим городом, который я посетил, был город Сойер. Это маленький городок, полностью окруженный горами, и находится в 10 минутах от известного порта де Сойер. Сегодня я ночую в этом городе, а завтра еду дальше. Гуляя по городу Сойер, чувствуешь какую-то свою особенную атмосферу. Улочки очень узкие, и для меня они были как туннели. А может быть, эта атмосфера также связана с горами, которые окружают город, и чувствуешь какую-то такую вот защищенность, какой-то такой уют от этого. На улицах города я увидел очень много флагов, которые висят практически в каждом окне, просто везде. Вот вы видите на кадрах. Я задался вопросом, что же они означают, эти флаги. И вот что я нашел. Это похоже на флаги Моруса и Кристианоса, праздника, который отмечает завоевание христианскими силами города и обычно использует просто общую символику христианских и мусульманских сил. В данном случае крест и полумесяц. Эти праздники проводятся во многих частях Испании, но особенно важны в Средиземноморье. А утром следующего дня, еще раз прогулявшись по центру города Сойер,
я отправился в порт де Сойер. Моей первой целью в городе было посещение смотровой площадки Торре Пикада, куда я сразу же и отправился. Небольшой походик образовался на пути к Торре Пикада. Это такая смотровая площадка на холме в городе Порт-де-Сойер, куда я сегодня утром приехал на автобусе из города Сойер. И тропа очень красивая. Сначала была вдоль моря, потом все выше, выше. И вся вот эта долина, море, залив и домики, расположенные на холмах. Потрясающе просто смотрится. И сейчас идет через лес. На дереве обозначение Торре в это направление. Еще 300 метров пишут здесь до этого места. И посмотрим, какие там будут виды с самого верху. А вот я уже у цели. Вот это сооружение называется Торре Пикада. Наверное, это, скорее всего, было защитное сооружение несколько веков назад, стоящее на холме. И они наблюдали за врагами, которые приближались, за кораблями, может быть, Османская империя в свое время. Они пытались завоевать, напасть на остров. И в столице, в Пальме, там есть такая громадная стена вокруг центра города, которая была построена именно с этими целями защищаться от Османской империи. И им это, по-моему, удалось. Вот посмотрите, здесь вот такой вид на море. На бесконечное море. Просто тихое, бесконечное, красивое море. Сейчас я пойду еще в левую сторону, туда, вот в эту сторону. И там будет видно залив и горы, и, собственно, город. Здесь вот с этого места его не очень видно, но все равно очень красиво. Посмотрите, в окружении гор, моря. И что самое интересное, людей здесь я вообще не встретил. Я встретил одну женщину, француженку, которая бегала. Больше никого нет. Видимо, это совсем не туристическое место. Видимо, все люди сидят там внизу у моря, попивая коктейльчики, просто наслаждаясь, чиля. И все, больше им ничего не нужно. А такие красивые места пустуют, просто фактически нетронутые. Посмотрите, вот я иду, здесь вот камни, растения. Здесь, кстати, очень много диких коз. Вдалеке я видел несколько. Не знаю, насколько они дружелюбные, но 2 года назад, когда я был тоже здесь на Майорке, в восточной части, в городе Алькудия, я там тоже ходил в поход на горы, и там было очень много диких коз. Они были очень дружелюбные и не боялись людей, подходили просто ко всем людям, и они хотели что-то покушать, им давали яблоки, там, фрукты. Они поэтому привыкли к людям. Вот посмотрите, вот выхожу я на вот этот вид. Просто. Нужно пройти еще дальше в ту сторону, чтобы увидеть самое интересное. Порт-де-Сойер — это город на севере острова Майорка. И очень долго он вообще не имел никакой или очень маленькую коммуникацию со столицей Пальмой, с городом Пальма, потому что как бы эти регионы разделяют очень большие горы, вот эти горы, и
не было никаких дорог, ни железнодорожных путей, и не было никакого сообщения. И Порт-де-Солер, они торговали, они имели и имеют большую, огромную связь с Францией, и им было просто проще торговать, взаимодействовать с Францией. И очень долго это длилось, и поэтому Порт-де-Солер, он, в принципе, здесь можно увидеть французский след. Если походить по городу, пообщаться с людьми. Кстати, вот женщина, которую я встретил до этого, она была француженка. И да, но в 20 веке было решено построить туннели через вот эти горы. Была построена железная дорога, на которой сначала возили фрукты, овощи, разные товары. Но сейчас это историческая железная дорога и туристический такой объект. И люди едут по этим живописным местам, наслаждаясь. В общем, такая небольшая история про город. И вы посмотрите, как красиво. Я просто стою и не могу налюбоваться. Вот этот залив там, как раз Порт-де-Солер. Наверное, нужно еще чуть поближе подойти, чтобы еще лучше было видно камни. Нужно аккуратно очень идти, чтобы не упасть. Вот здесь кто-то есть. Оля! У нас идет репортаж, прямой эфир, можно сказать. Пробираемся. Вот, я уже вижу порт, вижу яхты. Посмотрите, вы просто посмотрите, в каком я месте сейчас нахожусь. И стараюсь передать вам вот эту красоту. Еще поближе постараюсь. Все для впечатления, все для вот этого ощущения именно сейчас. Почувствовать вот это, постараться передать это через камеру, через видео. Конечно, такого эффекта нету, как здесь, сейчас, вживую. Ну, вы просто посмотрите, как здесь невероятно. Я пытаюсь пробраться через камни, чтобы получить наилучший вид на это место. Вот, наверное, здесь я и остановлюсь и постою. Посмотрите. Порт-де-Солер. Горы. Вода. Здесь очень высоко. Очень высоко. Как можно не влюбиться в это место, да? Ну как можно не влюбиться в это место? Просто посмотрите. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в город Порт-де-Солер. Это маленький городок на севере острова, который является также одним из наиболее посещаемых городов Пальмы-де-Майорки. Сейчас я нахожусь на смотровой площадке в нескольких километрах от порта, и вы можете любоваться вот этими прекрасными видами на порт и на море. Просто посмотрите и замрите. Здесь невероятно красиво, невероятно хорошая погода, солнышко теплое, природа, все зелено. Наслаждайтесь. А я постараюсь передать всю красоту и все настроение этого места в этом видео. Сейчас пробую пробраться еще ближе, чтобы вид был еще более лучше. Но очень сложно здесь пробираться по камням и по вот этим зарослям деревьев. Я попробую, но не обещаю. Самому интересно посмотреть, что там. Там должен быть еще вид на город, на всю лагуну. Надеюсь, получится что-то найти, какое-то окно в этих. Просто вы посмотрите по камням.
по острым. Так, дальше не знаю, вот сюда, наверное, попробовать. Да, здесь, да, я нашел выход. Ура! Смотрите. Так, сейчас надо стабилизироваться, найти площадочку и спокойненько вам все показать. Вот оно. Вот оно, наверное, золотое место этого места. Ну вот, смотрите. Вот этот залив, Порт-де-Сойер. Это самый лучший вид, который здесь можно достичь. Парусники вон плывут, катера. Море безграничное. Немножко облака налетели, но, надеюсь, погода не испортится, не должна. Посмотрите еще раз, просто как красиво. Хочется просто взлететь, спорхнуть и улететь туда, к заливу, вот к тем яхтам и остаться там. Да. По пути в город, обратно к воде, хочу рассказать вам такую небольшую информацию. Очень многие люди произносят или читают названия многих городов здесь, на Майорке. Так, мне, наверное, вот сюда. Сюда. Запутался. Название городов на Майорке неправильно. Например, в Германии очень многие говорят не Майорка, а Малорка. Они видят две «л» и читают это на немецкий манер. И когда испанцы слышат название их любимой Майорки в таком виде, произнесенное, то тогда их, конечно, коробит. Да? Это, конечно же, не Малорка, это Майорка. Вот. Также русскоговорящие многие Малорка нет, не произносят, ни разу не слышал. Говорят Майорка, потому что как-то на слуху привыкли мы правильно говорить. Но такие города, как Сойер, да, и в сети, и в интернете, и люди говорят, просто когда видят название, говорят Солер, Порт-де-Солер. Ну, это, конечно, неправильно, но я уверен, что испанцы нас понимают, но внутри их как-то так вот немножко коробит, как мы произносим название их любимых городов, любимых мест. А вот посмотрите, в горе, я рассказывал до этого, вот он виден туннель, как раз он соединяет Порт-де-Сойер с другой частью острова. То есть вот этот туннель проходит через гору. Я рассказывал о том, что коммуникации с этой частью острова, с Пальмой-де-Майоркой, со столицей, там несколько столетий назад ее просто вообще не было. И Порт-де-Сойер, им проще было торговать с Францией, чем со столицей здесь на острове, именно из-за отсутствия коммуникации. Но туннель был построен, и дорога, еще железная дорога также была построена, и поэтому, так сказать, они соединили две части острова. Такая пешеходная зона здесь в Порт-де-Сойер. Линия песка, пешеходная зона и много разных кафешек, ресторанчиков. Всегда здесь можно что-нибудь перекусить на свой вкус. Есть и местная еда, и
интернациональные бренды и даже кебабы. Можно найти все, что угодно. Из Пальмы де Майорка в Порт-де-Суер вы также можете приехать на туристическом поезде. Он проходит через очень живописные маршруты. Я на поезде не поехал, потому что у меня были планы немного другие, несовместимые с этим мероприятием. На поезде вы доезжаете до города Суер, в котором я был до этого, а потом пересаживаетесь на трамвайчик, который едет прямо до порта. Все это включено в стоимость одного билета, который стоит 35 евро в оба конца. Информация в описании к видео. А сейчас, пожалуйста, насладитесь живописными пейзажами порта де Суер. Посмотрите, как прекрасна Алькудия. Это часть острова Алькудия и Порт-де-Поенса. Это места более для спокойного отдыха. И здесь можно увидеть больше семей с детьми, потому что в столице и в маленьких городах рядом со столицей, там вот с правой стороны или с левой стороны, если смотреть на остров на карте, там проходит очень много вечеринок, дискотек, и, естественно, люди с детьми не хотят ехать в такое место. Но вот Алькудия, Порт Алькудия и Поенса, и Порт де Поенса — это вот такие места, которые, честно говоря, просто притягивают к себе. Я вот был здесь уже 2 года назад, и мне здесь очень понравилось. Здесь очень богатая природа, здесь очень красивые горы, такие горные хребты со смотровыми площадками. И вот здесь есть какое-то что-то особенное. Я не могу даже это объяснить словами. Вот я сейчас гуляю по этому городу, рядом с портом, там вдалеке видны яхты. И есть какое-то особое ощущение вот от этого города. Я не могу это объяснить пока словами. Может быть, я смогу сформулировать это завтра или, может быть, послезавтра. Но здесь очень приятно, здесь очень комфортно, здесь тебя окружает природа, как бы немножко другая, чем в регионе, в столичном регионе. Поэтому здесь находиться очень приятно. Такие пальмовые парки, небольшие, но очень привлекательные. Хочется на них смотреть и смотреть, потому что это очень красиво. Да еще и в лучах заката солнце садится. Это просто потрясающе.
Сегодня воскресенье. Утренний порт Аль-Кудия достаточно пуст, хотя тоже есть уже люди. Это было не так, как вчера вечером. Здесь было очень много людей. А я сейчас с моим другом, мы собираемся в велопоход. То есть часть пути мы проделаем на велосипеде, а часть пути будем идти пешком на гору, которая называется Талайя. Очень красивое место здесь, в Аль-Кудии. И да, я вам об этом буду тоже рассказывать. Здесь в городе, в порту, вот такой заливчик есть, то есть не открытое море и такой белый песок. Но да, вода должна быть теплее, но местные мне говорили, что здесь достаточно грязная вода, потому что она просто стоит, и поэтому лучше, если вы купаетесь, проходить вот в дальнюю часть пляжа. Там идут потоки чистой воды из открытого моря. То есть не здесь вот стоять где-то или сидеть, купаться. Мой друг Маруш из Словакии приехал сюда ко мне в Аль-Кудию, и мы договорились поехать в этот велопоход и забраться на гору. Он приехал из Пальмы, так как он базировался там. По пути мы заехали сначала в сам город Аль-Кудия, забрались на средневековую защитную стену, полюбовались, пофотографировались, немного прошлись по городу и потом уже поехали дальше. В Эрмита де ла Виктория. Вот такие пляжи встречаются с такими видами. Посмотрите, какая красивая вода. Чистая, просто кристальная. В лучах солнца она становится еще какой-то более светлой. И цвет воды такой лазурный становится. Но мы должны продолжать наш путь на велосипедах вверх в гору. К самым красивым вершинам. Эрмита де ла Виктория – это место здесь для паломников. Сюда приходит очень много людей помолиться. Вот в эту церковь. Зайдем, посмотрим внутри, как это все выглядит. Тоже есть где посидеть, отдохнуть, выпить кофейку, чайку, водички. Да. И дальше мы двигаемся в горы, к горе Талайя. Вот такая маленькая капелла. Закрыта сейчас внутрь, нельзя войти. Снимаю через решетку. До этого места вы можете, конечно, добраться на автомобиле, но мы, туристы, немножко сумасшедшие, и мы добрались сюда на велосипеде. Подъем был, на самом деле, экстремальный. И я думаю, большинство людей просто катят велосипед вверх на определенном этапе дороги, потому что просто идет очень вверх. Но у меня получилось доехать, не слезая с велосипеда. Я здесь уже второй раз, 2 года назад я был в этом месте, и мне безумно здесь понравилось. Гора Талайя просто необыкновенная, с необыкновенными видами, увидите попозже. Поэтому я решил вернуться сюда, еще раз почувствовать эту энергию и, конечно, передать ее вам, эту красоту. Talaya Menschen, Talaya people, Talaya amigos, on the way, on the road. Hello, it's very good weather today, and I forgot the name of the place. Fuck. Talaya. Alaya, we are going to the top of Alaya. Talaya. Alaya. With Tatiana, but Talaya. Alaya. It's the same. На пути Талайя вот такие вот переходики. Посмотрите. Да, Томаш?
Very good, he says. Он говорит, очень хорошо. Just look how beautiful. Посмотрите, как красиво. Только что вот эту гору впереди было видно 2 минуты назад, и тут же налетели облака, и уже ничего не видно. Вот. Так что we are going further, yeah? Yeah. Посмотрите, с этой стороны еще все чисто, небо. А на этой стороне уже ничего не видно. Прям буквально за 5 минут затянуло все облаками. Но очень быстро все меняется. Еще через 5 минут может быть все как вот на этой стороне. Посмотрим сейчас. Буквально минуту назад я снимал здесь, и здесь было все чисто. Посмотрите, уже затянуло облаками. Вот, прям видно физически, как летят белые облака. Эй! Алло! Привет! Ты живешь здесь? Да? Тебя можно потрогать? Не хочешь ты, чтобы тебя трогали? Вот она я, скажи. Привет! Привет! Вот такие козы здесь наверху горы живут. В принципе, не боятся людей. Как смотрит. Любопытная. Сейчас мы будем кушать, а она будет у нас просить поесть. Вот в такой красоте живут козы дикие. Вот такие козочки здесь. Вы только посмотрите. Коза прилипла к Марушу. Так. And how are you? How are you after that? Привет! Yeah, you opened your mouth. Yeah? Ох, кукуська, кукуська. Пойди, кукуська, кукуська. Yeah? Ой, ты какая красивая. Вот эта козочка была добрая, но 2 других с большими рогами, которые вон там лежат, они не были очень добрыми. Когда мы второй раз уселись есть, одна из них нагло подошла сзади, что нам пришлось реально просто бежать, схватив всю нашу еду. Уж слишком она рогами махала. В этот момент этот большой меня просто преследовал и пытался вот рогами забодать. И мне реально было в какой-то момент страшно. Пока сам он по носу не получил, только после этого он немного отстал от меня. Так что прежде чем поесть наверху, хорошо подумайте, хотите ли вы дуэлей с козами. How do you like this place? It's very cold. It's very cold. But it's high, and they have goats, and goats eat a lot of stuff, and they are annoying. But you like landscapes here? Landscapes are really great. Look. Yeah. Nice place. Very good. Very good. Маруш сказал, что здесь очень красиво, но здесь очень много надоедливых коз, которые пытаются стянуть у тебя твою еду. Вот. А потом была фотосессия.
coming. Salute. You're on TV. Oh, great. Have a good day. Когда едешь на велосипеде, внезапно натыкаешься на такие дикие пляжи и, конечно же, идешь там купаться. На остров я тоже залез, было здорово. Ссылка на локацию этого места под видео. А наш поход заканчивается, было очень здорово. Спасибо тебе, Маруш, за компанию, за такой красивый день вместе. Рядом с пляжем здесь есть такое идиллическое место, немножко вот вглубь городка Порт-Алькудия. Здесь есть вот каналы и там вон озеро, к которому я сейчас подойду. Здесь очень много отелей, соответственно, люди просто отдыхают и наслаждаются мягким климатом. Конечно, все сделано очень аккуратно. В туристических зонах просто, все есть для туристов. И это тоже понятно. И такая ситуация, она во всех частях острова, во всех маленьких городках, на западе, на востоке, на севере, на юге острова. И это понятно, потому что бюджет Майорки 80% это туризм. Поэтому для них это очень важно, чтобы туристы были довольны, чтобы туристам было интересно, чтобы им было чем заняться. Поэтому очень много всего они предлагают. Разные развлечения, разные виды деятельности, спорт, музыка. И поэтому люди едут сюда, отдыхают. И в сочетании с сумасшедшей красивой природой, море, горы, много солнца, конечно, все это подкупает. И Майорка является, наверное, одним из центров притяжения туристов. За год приезжает сюда в районе 14 миллионов туристов со всего мира. Только представьте себе, на такой маленький островок, где проживает всего в целом миллион местного населения, приезжает 14 миллионов людей, которые хотят отдохнуть, насладиться жизнью. Попробовать вот на вот этот маленький островок в центре озера. По нему можно дойти. Вот видите, там такая дорожка каменная, видимо, там 2 человека идут. Ее часто заливает, там местами, наверное, вода стоит. Ну, мы сейчас подойдем и посмотрим. Попробую сейчас дойти до того острова, хотя дорожка эта частично залита водой. Наверное, нужно будет разуваться. Ну, посмотрим. Пока идти можно. Посмотрим, как будет дальше. Пришлось таки мне разуться, потому что дальше идти невозможно. Здесь вода. Посмотрите. Да. Но вода теплая, очень приятная. Конечно, по камням, по мелким ходить не очень приятно, но полезно. Поэтому продвигаюсь дальше. Вот, последние метры остались. Наконец-то я сюда дошел. Конечно, это было задание не из легких, потому что идти по скользким и одновременно острым камням очень неприятно. Здесь, кстати, очень грязно. Но вы
посмотрите, какое это место. Здесь никого. Людей. Там, кстати, гром гремит. Дождь, похоже, собирается там вдалеке. Надеюсь, до сюда не дойдет. Очень красивое место. И, конечно, это стоит того. Честно говоря, в середине пути я думал, какого я сюда попёрся. Потому что ноги больно, ноги разъезжаются. В руках камера, в других руках, в другой руке обувь. Но, в принципе, это красивое место. Вот она, эта дорожка. Вся залитая водой, тиной. У нас тут дождь нарисовался. Вот пришлось спрятаться под крышу здесь на пляже. Вот, но погода все равно. Ой, там тоже люди стоят. Привет. Hi. Hi. Hola, So, hola, ¿qué tal? me llamo Ole. Ole? Ja, Nice. I'm Alex. nice. ¿De dónde eres? 14 años. Where are you from? Oh, I'm from. Me vivo in Norway, in Oslo. Ah, in Oslo. Yeah, Norway. Okay. So I'm from Russia, but I live in Germany. Vivo in Alemania. Oh, So nice. Russo, vivo in Alemania. Yeah, So you can see you on the channel later, yeah? nice. Right? So, с мальчиком пообщались из Осло. И будет потом смотреть себя на канале видео про Майорку. Сегодня у нас немного облачная погода, но должно распогодиться и солнечно чуть попозже. Но все равно невероятно красиво. Посмотрите, даже на видео видно, какой красивый цвет воды, да? Она абсолютно прозрачная и лазурная. Вот особенно вот там, в глубине. Кручу, педали кручу. С горы, как птица лечу. Спешу налегке, навстречу радуге, дуге. По пути в замок Кап-де-Пера встречалось очень много профессиональных велосипедистов, собственно, как и в других частях острова. Инфраструктура для велосипедистов здесь очень развита, и поэтому профессионалы приезжают сюда тренироваться со всего мира. Также спортсмены, участвующие в Тур де Франс, тренируются здесь. Ну а мы подъезжаем к городу Кап-де-Пера в предвкушении увидеть средневековый замок. Какие интересные улочки в сочетании вот цвета фасадов и очень узкие улочки. Вы посмотрите, это какой-то что-то очень необычное в любом случае. Это даже отличается от Пальмы, от Вальдемоссы, где я был до этого. Так, здесь заканчивается. Ну, просто очень красиво. Я вот поднимаюсь к замку. Здесь очень красивые улочки.
Вот уже табличка «Кастель». Вау. На территории крепости можно увидеть остатки жилых домов, небольшую церковь и несколько башен, и на самом высоком месте ту самую башню Торре де Нунис. Великолепные панорамные виды с удобных смотровых площадок. Вроде как с холма можно разглядеть даже Минорку, это соседний остров в Балиарском море, но я не знал про это и поэтому острова не видел. Главная башня крепости внизу имеет квадратное арабское основание, сверху христианская круглая башня. Можно залезть на крышу церкви и позвонить в колокол. По крепостным стенам тоже можно спокойно ходить, открывая потрясающие виды на все стороны света. Очень интересно. Вход 4 евро. Был, конечно, очень сильно голодный. Заказал вот завтрак. Самый такой большой завтрак, который у них был. Это сырный завтрак называется. Здесь разные сорта сыра. В середине яичница. Вон фрукты, солями, персики, красная рыба. Забыл, как называется, извините. Орехи грецкие, ананас. Такой десерт небольшой. Здесь джемы с круассанами и свежевыжатый сок. Я, наверное, все это просто не смогу съесть. Добравшись до места драконьей пещеры, у меня было немного времени, и я быстро сориентировался по карте и, не раздумывая, побежал в порт вот к этой бухте под названием Кала Инге. Как же там было красиво и живописно. Посмотрите на цвет воды. Если бы в Волге была бы такая вода, я бы вообще оттуда не вылазил.
Но главной целью в этом месте были драконьи пещеры. Они известны своими огромными подземными залами с висящими сталактитами, а также красивейшим подземным озером. Осмотреть все пещеры займет у вас приблизительно 1 час, и в конце вас ждет сюрприз. В темноте по подземному озеру плывут слегка подсвеченные лодочки, и на них музыканты играют нежную музыку. Акустика пещеры дает хороший звук, и атмосфера в целом просто улетная. Вечером после такого насыщенного дня я вернулся в Пальму, уставший, но очень довольный. В последний день я просто еще раз бродил по улочкам города и мысленно прощался с этим душевным местом. А что можно привезти в подарок? Вот в таких маленьких магазинчиках вы найдете много всего интересного, того, что произведено на острове. Все это очень хорошего качества. Особенно Майорка славится оливковым и миндальным маслом, медом и многочисленными джемами. Без солями жизнь здесь вообще немыслима. Простите, вегетарианцы. Зайдя в такой магазинчик, вы не уйдете с пустыми руками. Дорогие друзья, ну что ж, вот и подходит к концу мое путешествие по Майорке. Как вы уже сами смогли убедиться, Майорка очень разнообразна, и здесь можно найти отдых на любой вкус. Кто-то просто хочет отдыхать на пляже, наслаждаться коктейлями и вкусной едой. Кто-то хочет открывать для себя и исследовать новые города, посещать средневековые замки и красивые пещеры. Все это здесь есть. А в сочетании с солнцем, красивой водой и большими горами Майорка поистине является жемчужиной Балеарского моря. Ну а я прощаюсь с вами. Если вы не подписались на этот канал, не поставили лайк, вы можете сделать это прямо сейчас, тем самым поддержав мой проект. Всего вам хорошего, будьте здоровы и до новых встреч! С недавнего времени на моем канале возможно спонсорство. Все вложенные вами средства пойдут исключительно на развитие YouTube проекта, покупку необходимой техники. Моя мечта – это приобретение дрона для съемок, чтобы можно было снимать фантастические видео. Если вы решите стать спонсором проекта, уверен, вместе нам будет все нипочем. Вы можете выбрать подходящую для вас подписку, а я постараюсь оправдать ваши пожелания. До встречи!